История французского океанского лайнера Иль-де-Франс. Французский океанский лайнер Иль-де-Франс, построенный в Сен-Назер, Франция, для компании General Transatlantic. Судно было первым капитальным океанским лайнером, построенным после окончания Первой мировой войны, и было первым лайнером, декорированным в стиле арт-деко. Он не был ни крупнейшим судном, ни самым быстрым судном, но его считали самым изысканным судном, построенным French Line, до круизного судна «Нормандия». Океанический лайнер Иль-де-Франс был спущен на воду 14 марта 1926 года на верфи Пенхоуд и приветствовался тысячами французов. 14 месяцев судно отделывали, и 29 мая 1927 года новый лайнер отправился на морские испытания. В 1926 году French Line выпустила буклет, полностью посвященный новому флагману. На иллюстрациях были изображены огромные общественные помещения. Также на нем были изображены пассажиры на обширной солнечной палубе. В прошлом суда подражали стилю берега. На лайнерах, как Мавритания, Олимпик и Император, преобладали стили дворцов. В отличие от этого, интерьеры Иль-де-Франс представляли нечто новое. Впервые пассажирские помещения не напоминали интерьеры дворцов начала XX века, а соответствовали современным тенденциям. Судно было современным. Обеденный зал первого класса не был пафосным и роскошным. Еще никогда общественные помещения не были такими простыми, но в то же время такими привлекательными. Столовая была также крупнейшей на плаву, проходила через 3 палубы, и в ней была большая лестница для доступа. В дополнение к роскошной столовой была также часовня в неоготическом стиле, холл, проходивший через 4 палубы, тир, спортивный зал и даже карусель для младших пассажиров. В каждой каюте была кровать вместо койки. Поскольку каждая из главных пассажирских компаний впоследствии планировала свои следующие лайнеры, одним из первых шагов было посетить этот новый, задающий тенденции лайнер. После морских испытаний 5 июня 1927 года Иль-де-Франс прибыл в свой порт приписки Гавр. На следующей неделе тысячи репортеров и французских граждан пришли на пирс, чтобы посмотреть на новый флагман Франции. Интерьеры судна в стиле арт-деко были сенсацией, и реакция прессы на посещение была отражена в благоприятных обзорах на следующей неделе. 22 июня 1927 года Иль-де-Франс отправился из Гавра в Нью-Йорк в свой первый рейс. По прибытии в Нью-Йорк лайнеру было уделено все внимание американской прессы, а тысячи людей переполнили доки только для того, чтобы хоть одним глазом увидеть новый флагман French Line. С пассажировместимостью в 1786 пассажиров, Иль-де-Франс, как и его компаньоны Париж и Франция, стал дико популярным. Политики, аристократы, бизнесмены, актеры и спортсмены бывали на судне в определенное время. Капитан Жозеф Бланкард и его старпом Анри Вилар фактически принимали мировую богему на своем судне. Со вкладом, сделанным этим роскошным судном, French Line закончила 1928 год рекордными доходами. Впервые денежные поступления компании превысили $1 миллиард, и половина из этого пришла с нью-йоркского маршрута, по которому компания перевезла более чем 90 тысяч пассажиров. Популярность судна была такой, что к 1935 году на судне было больше пассажиров первого класса, чем на любом другом трансатлантическом лайнере. Пассажиры обратили на лайнер свое пристальное внимание, и судно стали выбирать для путешествий молодые, стильные и знаменитые люди, особенно американцы. Но они выбирали лайнер не из-за скорости, ведь она была примерно такой же, как и у Аквитании 1914 года, да и размерами судно не поражало.
Даже при том, что Иль-де-Франс не был самым большим или самым быстрым судном в мире, почту он доставлял быстрее всех на североатлантическом маршруте. В июле 1928 года на корме судна была установлена катапульта с самолетом, который взлетал, когда лайнер был примерно в 200 милях от берега. Таким образом, компания сократила доставку почты на день. Но эта практика оказалась слишком дорогостоящей, и в октябре 1930 года катапульта была удалена. В 1935 году к Иль-де-Франс и Парижу присоединялся новый лайнер «Нормандия». С этими тремя судами French Line могла хвастаться о наличии самого большого, самого быстрого и самого роскошного из всех судов на североатлантическом маршруте. Но этому не суждено было длиться долго. French Line потрясли два трагичных события. Первое произошло 18 апреля 1939 года, когда судно «Париж» сгорел в Гавре. Второе случилось 1 сентября 1939 года, когда нацистская Германия вторглась в Польшу, начав тем самым Вторую мировую войну и положив конец трансатлантическому судоходству. Когда началась Вторая мировая война, Иль-де-Франс был поставлен на прикол в Нью-Йорке. Так как Франция не стремилась вернуть себе свое судно, Иль-де-Франс отбуксировали к Статен-Айленду. Его команда была уменьшена с 800 человек до 100 на время 5-месячной стоянки. Тогда в течение марта 1940 года под командой британского адмиралтейства, которому лайнер был одолжен, на судно было погружено 12 тысяч тонн военных материалов, топлива, резервуаров снарядов и нескольких неупакованных бомбардировщиков, которые были размещены на палубах кормовой части. 1 мая 1940 года Иль-де-Франс отбыл в Европу, перекрашенный в серый и черный цвет. Оттуда судно направилось в Сингапур, где после оккупации Францией и Германией оно было официально реквизировано Великобританией. Лайнер участвовал в переброске австралийских войск в Европу, приняв за раз более 4000 человек. В конце 1941 года судно ушло в Нью-Йорк, где на верфи Тот Шипьярдс после 120-дневной перестройки его вместимость была увеличена до 9700 человек. Всего за годы войны лайнер перевез 626 тысяч человек. Осенью 1945 Иль-де-Франс был возвращен French Line после 5-летней военной службы в Великобритании. В честь его военных подвигов одному из британских локомотивов было дано имя компании GNL Transatlantic. Сначала Иль-де-Франс использовался как транспорт для перевозки американских и канадских солдат домой. Только в апреле 1947 года лайнер отправился на верфь в Сен-Назер для восстановления и модернизации. Результатом изменений стало удаление третьей трубы муляжа и заострение носовой части корпуса, как у Нормандии. Это был новый стиль French Line. Эти изменения увеличили брутто-тоннаж лайнера до 44,356 тысячных. Он прибыл в Нью-Йорк во время первого послевоенного рейса в июле 1949 года. Иль-де-Франс, как оказалось, был столь же популярен, как и перед войной. В 1950 году у него появился достойный компаньон Либерте, бывший немецкий лайнер-рекордсмен Европа. 25 июля 1956 года Иль-де-Франс сыграл важную роль в спасательной операции близ Нью-Йорка, когда итальянский лайнер Андреа Дорио столкнулся со шведским лайнером Стокгольм. Из 1706 пассажиров и команды Андреа Дорио приблизительно 750 были спасены шлюпками Иль-де-Франс. Когда на трансатлантическом маршруте стали доминировать авиаперевозки, French Line решила по-тихому отправить судно на слом и в 1959 году продала лайнер японской компании по разделке судов. 16 февраля 1959 года
Иль-де-Франс в последний раз покинул Гавр. Перед разборкой лайнер был использован как плавучие декорации для фильма катастрофы 1960 года «Последнее путешествие». В фильме лайнер назывался «Кларидон», а первая труба была сброшена на рубку. Во время съемок судно частично затопили и установили несколько бомб внутри корабля. French Line подала на кинопроизводителей в суд с требованием изменить цвета труб и не упоминать имя судна в титрах. Ресторан на 9-м этаже универмага Итон в Монреале, Канада, был разработан на основе ресторана первого класса на борту судна. Жена владельца универмага путешествовала на лайнере, и когда ее спросили, в каком стиле сделать ресторан, она ответила, что хотела бы, чтобы ресторан был в стиле лайнера Иль-де-Франс.